Приветствую вас на канале «Умней сейчас». Все мы знаем, что в мире немало чудес и удивительных созданий. Природа населила нашу планету тысячами видов растений, насекомых и животных. Некоторые из них вызывают неподдельное восхищение и интерес. Так давайте же посмотрим на самых необычных и оригинальных представителей животного мира. Первое животное – гривистый волк. Ногам этого волка позавидует любая манекенщица. Благодаря таким длинным конечностям, рост этого волка может достигать 90 сантиметров. Обитает это животное в степях Южной Америки, а длинные ноги помогают волку обозревать поверх травы окружающие ландшафты. Необыкновенность животного объясняется его неповторимым внешним видом. Оно имеет одновременно черты лисицы и волка и относится к реликтовым зверькам. Интересно, что щенки гривистого волка рождаются коротконогими. В природе гривистые волки живут парами, однако партнеры контактируют между собой редко и мало. Пара практически никогда не отдыхает вместе и лишь изредка совершает совместные прогулки. Необычная внешность, своеобразный характер и уникальность – это главные отличия волка. Следующее животное – это руконожка. У этого удивительного вида лемуров несколько своеобразных названий. Руконожка, ай-ай и мадагаскарская руконожка – это все одно и то же животное. У него пушистая шерсть, черно-бурого цвета в белую крапинку, длиннющий пушистый хвост и тонкие, очень длинные пальцы. Это ночное животное является самым крупным среди ночных приматов. У этого лемура довольно-таки диковинная внешность. Он мало чем похож на обезьянку. Скорее его можно заподозрить в родстве с белками или кошками. Весит этот маленький зверек, как небольшая кошка, около 3 килограммов. Самой удивительной особенностью руконожек является третий палец на его передних конечностях. Они используют его для расчесывания меха и как приспособление для питья. Чтобы утолить жажду, зверушка повисает над водой на задних конечностях, обмакивает в воду именно этот средний палец и затем тщательно его облизывает. Следующее животное – это плащеносный броненосец. Этот вид броненосца встречается только в Аргентине, населяя сухие луга и плоские песчаные участки. Это роющее животное, способное при испуге за несколько секунд закопаться в землю. Эти скрытные создания, размер тела которых не превышает 12 сантиметров, являются самыми маленькими в мире броненосцами. Как правило, аргентинский щитоносец роет свои норы возле муравейников, обитатели которых являются его основной пищей. Особи, которые были пойманы в дикой природе, не выживают и 2 дней после того, как их привозят из естественной среды обитания в места содержания. Большую часть времени плащеносный броненосец проводит под землей. Глазки плащеносного броненосца довольно маленькие и спрятаны под головными щитками, а ушки, не имеющие наружной ушной раковины, расположены близко к глазам. Следующее животное – геринук. Геринук отличается длинной и тонкой шеей и длинными ногами, которые являются его яркими характеристиками в ряду прочих антилоп. В высоту животное достигает 95 сантиметров, а вес колеблется от 35 до 52 килограммов. Рогами обладают исключительно самцы. Они у них толстые и короткие, максимальная длина рогов составляет всего 30 сантиметров. Как и все прочие виды антилоп, геринук является травоядным животным, в рацион питания которого входят листья, побеги и почки деревьев. Так как геринук ниже ростом, чем жираф, то ему бывает не так-то просто дотянуться до растений, и для этого он использует хитрый трюк. Животное поднимается на задних ногах и поедает листья, балансируя, не дотрагиваясь передними копытами до веток, или же используя ветки и стволы как опору для передних конечностей. Проживает антилопа на равнинах и в пустынях на востоке Африки, от Эфиопии и Сомали до северных регионов Танзании. Следующее животное – долгопят. Долгопяты являются родом приматов, который подразделяется минимум на 3 вида. Свое название самые маленькие приматы получили за очень длинные лодыжки-пятки на задних конечностях. Мнения ученых по поводу количества видов долгопятов разделяются. Одни считают, что таких видов 3, иные же считают, что 8. Всего же известно 11 разновидностей долгопятов. Большое впечатление производят долгопяты на туристов. Трудно осознать, что существует на Земле животное, чья голова способна развернуться на 180 и даже на почти 360 градусов. Есть в этом что-то мистическое.
нереальные. Долгопятые довольно маленькие зверьки, ростом максимум до 16 сантиметров. Это единственный из известных науке приматов, которые способны общаться между собой на ультразвуковых волнах. Голосом долгопятые обозначают границы своих территорий, призывают партнеров, но в целом намного реже пользуются голосом, чем все прочие приматы. Следующее животное – русская выхухоль. Это необычное животное из отряда насекомоядных, обитающее близ водоемов в центральной России. Выхухоль также является реликтовым видом, который в таком же образе существовал около 40 миллионов лет назад. В настоящее время численность выхухоли очень мала, поэтому она входит в список животных из Красной книги России. Это забавный небольшой зверек массой до полукилограмма. Длина тела животного около 20 сантиметров. Хвост достигает такой же длины, как и тело. Шерсть у животного очень густая, жесткая, покрытая маслянистой жидкостью для увеличения водостойкости и лучшего скольжения в воде. Маслянистое мускусное вещество имеет характерно сильно пахучий запах и выделяется специальными железами, расположенными у основания хвоста. Так что выхухоль вы точно учуете. Несмотря на то, что выхухоль – это сухопутное животное, половину жизни она проводит в воде. Животное обитает в небольших норках от 1 до 10 метров длиной, выход которых находится под водой. Следующее животное – это швабра, то есть командор. Это король венгерских овчарок, является одной из самых крупных собак в мире. Ареал обитания у этого пса повсеместный, так как он относится к домашним животным. Главной особенностью его содержания является постоянный уход за шерстью собаки. Дело в том, что она достигает почти метровой длины и, естественно, требует внимательного ухода. В среднем на теле у одной венгерской овчарки может быть около 2000 валиков шерсти, похожих на шнуры, и уход за ними крайне кропотливый. Как и другим пастушьим собакам, а именно к ним относится венгерская овчарка, псу необходимо поедать 1 килограмм корма в день. Командоры очень верные и преданные псы, но несмотря на ориентировку на хозяина, в случае необходимости эти собаки с легкостью принимают решения сами. Они очень умны и, кажется, просчитывают каждый шаг наперед. Следующее животное – ангорский кролик. Эти кролики родом из Турции. Считается, что из дальних странствий моряки стали увозить этих кроликов на родину. Так они постепенно распространились сначала по странам Европы, а затем и по всему континенту. Внешний вид кролика довольно необычен за счет густого, шелковистого, волосяного покрова. Длина шерсти ангорских кроликов может достигать 25 сантиметров. Это формирует их своеобразный облик. Они кажутся очень внушительными по размерам. На самом деле их вес составляет от 2 до 7 килограммов, а группа пород считается карликовой. Можно встретить особи самого различного окраса – серый, голубой, черный и белый. Следующее животное – малая красная панда. Красная панда – это уникальное и загадочное животное. В Китае, где часто встречается это создание, оно получило название хунхо, что дословно может переводиться как «огненная лисица». Красная панда внешне не сильно напоминает медведя. Это животное имеет характерный огненно-рыжий окрас шерстки на спине и большей части морды. На брюшке и лапках мех обычно черный или темно-коричневый. Размер животного небольшой. Самые крупные представители семейства немного больше, чем обычный кот. Тело у них коренастое, а мех густой. Малая панда ведет в основном сумеречный образ жизни. Днем спит в дупле, свернувшись и накрыв голову хвостом. В случае опасности панда сразу же забирается на деревья. Хотя малая панда – представитель отряда хищных, 95% ее рациона составляют молодые листья и побеги бамбука. Следующее животное – императорский тамарин. Императорские тамарины – это удивительные обезьянки. Этот вид игрунковых обезьян прославился не только своими шикарными белыми усами, раздающимися в разные стороны, но и нетипичной социальной иерархией в стае. Вожаком стаи является самая старая и опытная самка. За ней следуют самки помладше, а вот самцы стоят на самой последней ступени и выполняют роль добытчиков питания и носильщиков детенышей. Домом для этих озорников стали непролазные тропические леса Южной Америки. Живут они исключительно на деревьях и стараются избегать открытых участков. Длина их тела составляет примерно 25 сантиметров. Весят они, естественно, тоже немного. Масса тела взрослой особи составляет до 300 грамм.
Правда, хвост у них не маленький и частенько превышает длину тела своего обладателя. Как и все небольшие обезьянки, питаются эти императоры животного мира фруктами, различными растениями, молодыми побегами, почками и цветками. Ну а на этом все. Надеюсь, подборка вам понравилась. Пишите в комментариях, если хотите, чтобы я сделал вторую часть. Приходите на канал снова. Всего вам доброго.